Ватиканский пиар. Для чего Папа Римский поехал в Ирак? Руководитель арабского направления Центра востоковедных исследований и межкультурных коммуникаций Василий Астанин-Головня о том, как Ватикан конкурирует с Россией в миссии гуманитарной помощи Ближнему Востоку. Апостольский визит Папы Римского Франциска в Ирак, одну из самых опасных стран, уже успели назвать историческим. За 4 дня Франциск посетил 6 городов – Багдад, Наджаф, Ур, Эрбиль, Мосул и Бахдиду, центр ассирийского христианства. Весьма сомнительно, что Папа Римский отправился навестить паству. Абсолютное большинство населения Ирака исповедует ислам. Однако исторически на его территории также проживали христианские общины. В 2003 году в Ираке насчитывалось около 1,5 миллиона христиан, примерно 3% общей численности. Вряд ли турне понтифика можно назвать простым жестом доброй воли. В расписании поездки Папы Римского запланировано несколько важных встреч. В центре внимания пока что разговор с великим аятоллой Али ас-Систани, одним из самых высокопоставленных лидеров мусульман-шиитов. Помимо переговоров с аятоллой Али ас-Систани, Франциск также встретится с местными епископами и сотрудниками организации, которая занимается помощью восточным католическим церквям. Гуманитарная помощь ряду стран Ближнего Востока сейчас просто необходима, но в то же время она, как обычно, используется в качестве инструмента мягкой силы. Прежде всего речь здесь идет о Сирии, Ливане, Ираке и Палестине. В этих странах традиционно проживают христианские общины, которые всегда пользовались поддержкой извне. Огромную роль на протяжении истории также играл вопрос о покровительстве Святой Земле. Именно спор о палестинских святынях между православной и католической церквями в свое время послужил формальным поводом к началу Крымской войны 1853-1856 годов. Конечно, последние годы Россия оказывала и продолжает оказывать пострадавшей Сирии колоссальную поддержку. Но одна лишь гуманитарная помощь плохо работает в исторической перспективе. Вряд ли будущее поколение, знающее о войне только из школьных учебников, будут помнить пачку галет, которая спасла их предков от голодной смерти. Зато восстановленный храм сразу будет ассоциироваться со щедрыми благотворителями. Сегодня в борьбе за позитивный имидж среди ближневосточных христиан Россия сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны благотворительных организаций, связанных с Ватиканом и западными странами. Не напоминает ли наших чиновников, которые очень любят построить 1-2 детских площадки, одарить ветеранов грошовым продуктовым набором и радостно рапортовать о своих великих деяниях? Разве что песочница здесь куда больше. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.